Всем привет! Ну вот мы выбрались на новую рыбалку. Наконец-то оказались на большой речке. На огромной даже. Это водохранилище уже. Такое бескрайнее. И у нас планируется поход на целых 2 дня с ночевкой. Смотри, он грызет уже поводок, ему надоело тащить. Хотя мы прошли вот всего ничего. У нас там полные сани дров. Печка к нам наконец-то пришла. Так что будем греться у теплой печки, рубить дрова. Но пока не знаю, кто будет рубить, кто будет греться. Но кажется, я догадываюсь, кто будет дрыхнуть всю ночь. И такая погода сегодня нелетная. Вообще ветрище со всех сторон дует. Палатку надо будет прикреплять, закреплять, чтобы она не улетела у нас, как в прошлый раз осенью. Не знаю, куда топать пока. Будем ориентироваться по карте глубин. Вот берег, от которого мы отошли. И вот такой вот путь нам предстоит проделать. Нашли яму вот на пути следования к острову. 8 метров, пишет. Сейчас надо добраться до туда в первую очередь. Там сделаем остановку. Попробуем порыбачить. Ну и будем смотреть уже. Если там ничего не будет, то переместимся куда-то. Ладно, потопали. Сегодня вещей у нас уже побольше. И еды взял много на 2 дня. Раскладушку, спать будем. Что это? Какие-то палки воткнуты. Прям на очень большой длине. Сеть, возможно. И там что-то все палками стыкано. Не знаю, что это такое. Но это определенно что-то означает. Вот эти вот саженцы. Я не знаю, что. Вот такой вот лед тут трудный. Может, тут ледокол уходит. Отличное место, чтобы палатку поставить. Поздравляю опять. Время 1 дня, мы на рыбалке. Вот такой путь мы от берега проделали. Ну, до острова прошли почти половину пути. Фух. Сейчас пробурим, посмотрим глубину. Есть ли тут на самом деле 7-8 метров. Да, лед тут толстенный, конечно. Кажется, уже на машине можно ездить. Так. Метр есть. Около 5 метров я насчитал только. Ну, еще, конечно, вода падала осенью. Но 5 метров все равно хорошая глубина. Так что будем тут сейчас бурить остальные лунки и располагаться. Сейчас сразу растяжки сделаем для палатки. Такие вот вертыши в лед вбурим, чтобы не уносило ветром. И все будет готово у нас. Немного поработали, закрепили палатку. Все, сейчас будем заходить греться, пока Ларри пес все дрова не съел. Пойдем. Вот так вот люди развлекаются на ветру, катаются на лыжах. Все, забежали, потихоньку уже располагаемся. Сейчас будем собирать, вот тут я место освободил, наш конструктор, раскладушку. На нее можно будет и сесть, и вещи положить. Так что это первым делом сейчас займемся. Тут будем ночевать 100%. Я думал, переместимся куда-то, если клевать не будет. Но уже время 3 часа.
У нас нет времени. Скоро темнеть уже начнет. Чё? Вон палку у тебя грызи давай. Потом мясо дам. Я тебе кровать собираю, видишь? Дрыхнуть будешь. А я ночью рыбачить буду. Ну, может, тоже посплю. Так, половина есть. Кое-кому этого уже хватит. Но мне маловато. Ну вот и все. Как раз она по длине подходит. Еще остается места немного. О, все, я спать. Разбуди, когда будет клевать что-нибудь. Ну, расскажите, как вам лежит на раскладушке. Получше, чем на полу. Ну, сейчас займемся печкой. Ну и все, можно будет потом рыбачить уже. Так, что ты проголодался, может? Сейчас тебе масалыгу дам, чтобы ты ее грыз. Это, кстати, сумка-термос, чтобы сохранялось тепло. Я в нее положил еще термос, чтобы наверняка совсем. Ну, вот зимой у нас будут теплые продукты, а летом охлажденные. Сейчас мясо унюхал, мясной фарш, еды набрали полно. На 2 дня. Аккумулятор, но это освещение у нас потом будет такое элементарное. Просто накинул 2 провода, светодиодная лампочка. Вот. И выключатель. Включатель. Не знаю, как ночью будет освещать. В комнате вроде светло более-менее. Но тут пространство поменьше, должно быть еще светлее. Посмотрим. Печка у нас на очереди. Фух. Я его только достал, уже жарко. Так, инструкция. Печка. Ага. На печке можно готовить еду. Это все, что нам нужно знать, в общем-то. Нет, на самом деле я почитал там технику безопасности, потому что это все-таки важно. Ручки, ножки, чтобы стояло. Так, и вот это я сниму, наверное, карман. То ему будет жарко. Вот эта штука внутренняя не горит. Кармашек может поплавиться. Ну и самое главное, чтобы вот это выдержало. Ну, вроде как до 1000 градусов она. Ух, там вообще мороз. Нафиг, закроем пока. Так, трубу осталось. И вывести ее наружу. Жди меня, я приду. Вот так вот. Так, термометр плюс 6 показывает. Но это я из термосумки его достал. Тут, наверное, попрохладнее сегодня солнце, потому что нет. Пусть лежит. Сейчас, наверное, прямо и растопим печку. Потому что все-таки так прохладненько. Но гореть она должна, конечно, хорошо. Даже такая небольшая. Ну что, поджигаем. Так, вот сначала газета, маленькие щепочки. Потом побольше будем подкладывать. Так, глаза. Есть огонь, ларь-пес. Опа. Скоро будет тепло. Будем регулировать активность горения дров вот этим вот поддувалом. Или как он, стакан еще называется. Он что-то больно дырявый для стакана. Хотя если все закрыть сразу, то можно пить. Ну ладно. В общем, вот эти дырочки, если полностью закрыть, то кислород не поступает туда. И дрова не горят, а просто тлеют. И так до 4-5 часов можно греться от них. Если открыть, то они сгорят очень быстро, много жару дадут. Но хватит их, ну, на час, на 2 максимум. Вот, поэтому такой режим пока средний выберем. А, нет, сейчас побольше дров накидаем, крупных. И потом они уже пускай тлеют у нас.
Все, греемся. Натолкали полную печку. Пусть чай горит. Не ошпарься. Весь дым вышел. Совсем тепло стало. Ничего себе, плюс 24. Ой, пес, как тебя? 24 градуса. Ну тут наверху. Тут я лежал, ну, чуть попрохладнее было. Так, что-то пока не до рыбалки. Ну, вроде все сделали. Осталось обед приготовить. Прям тут на печке. Я сковородку взял маленькую. Ну, чуть попозже. Сейчас все-таки удочки забросим. Ну и освещение сейчас сразу протянем. Эти провода, чтобы были. Там блох начешет мне сейчас. Полную раскладушку. Ларь, хватит. А у нас тем временем первый улов. Такой вот ёрш. Крупный, кстати, почти с ладошку. Сразу клюнул, я только вот удочку забросил. Так что без рыбы домой уже не уедем. Я на леща, конечно, надеюсь. Сейчас буду прикармливать зимней кормушкой, кормом специальным зимним. Так что, может быть, ночью и лещ пойдет. Включаем наше освещение. Так, ну вроде посветлее стало. Не знаю, насколько хватит аккумулятора. Он всего на 7 ампер-час. Хотел на 12, но там такой якорь здоровый. Его пока дотащишь до рыбалки, проклянешь всех мотылей. Так что взял такой вот компактный, маленький. Ладно, ёрш это хорошо, но надо какую-то крупную рыбу попробовать поймать. Сейчас прикормку сделаем. Вот, и с кормушкой ее опустим на дно. Такая у нас зимняя кормушка. Набивается кормом, опускается на дно. Чуть от дна приподнимается и резко дергается. Вот она раскрывается, и весь корм оттуда выветривается. Прибегает лещ и начинает клевать. У нас тут леща не очень много, поэтому нужно его кормить. Он не как ёрш этот, он на голую мормышку клюнул. В итоге 5 кормушек я бухнул, что-то мне понравилось. Пусть побольше будет. Тем более корма много. Ну все, надеемся, лещ подойдет. Всех этих ершей разгонит. Хоть я и поймал одного только. Вот, и будет у нас ночная рыбалка на леща. Ну или любую другую рыбу. Корм универсальный написано для всех рыб. Вот и ждем всех рыб. Хотел еще ходить блеснить, но что-то в такую погоду никуда выползать не хочется из палатки. Ветрище. Греется ларипес у печки. Тут тепло. Ну а я зарядил все 4 удочки. Сижу, слежу. Так, температура у нас какая? Фух, наверху вообще жарко. 33 градуса. Нет, тут показывает не совсем правильно. Вот тут пусть лежит. Ну вот где-то в этом районе градусов 20, наверное, есть. Чё ты уже сидишь с нашими рыбалками? Рано. Да, посидеешь тут. Вон один ёрш только клюнул пока. Ну, у нас, конечно, на ночь наибольшие надежды и на утро. Сейчас вечером, может, и не будет клевать. Но нам еще предстоит ужин приготовить. И чай, вот. Я уже часа 3, наверное, хочу термос достать. Наконец-то руки до него дойдут сейчас. Это я фарш взял. Взял тут еды нам на долгое время. Интересно, яйца уцелели? О, да ладно. Все 4 целые. Нам редко удается транспортировать яйца целыми. Вот он, термос в термосе. Ага, горячий остался.
А то в тот раз, пока привезли, он чуть теплый был. Время 19 часов. Посидел я немного на удочках. То есть за удочками. Ничего, пока поймать не удалось. Поклевок не было. Но теперь сижу за печкой. Греюсь. После захода солнца так похолодало. Подкинул дров побольше. Сейчас она нагреется и будем, наверное, уже греть сковородку. Потому что что-то голод одолел. С самого утра уже ничего не ел. А вот морда перекусила немного мясом. Вот это я растопил печку. Как в бане. Ну а сковородка такая небольшая. Походная. А то прошлое совсем как канализационный люк было диаметром. Это все-таки удобнее. Конечно, не открытый огонь тут, но все равно печка раскаленная. Я думаю, должна она нагреться хорошо. Может еще дров подкинуть? Нет, я лучше открою вот этот стакан. И пусть горит. Вот так вот. Чё ты активизировался так? Нюхай пока. Будет готово, я тебя позову. О, соль. Кажется, сегодня я вообще ничего не забыл. Разогреем сперва мясной фарш. Ага. Да, сковородка уже горячая. Только поставил. Ё-моё, вот это она жарит. А я сомневался, будет ли она вообще нагреваться. Так, ну все, мы проглатывать не будем. У нас еще завтрашний день есть. Оставим на завтра, на утро. Ты не против? Ну-ка, на место. Все, фарш достиг нужной кондиции. Теперь бросаем яйцо. Одного, я думаю, хватит сегодня. Остальное на завтра. Огромную терку я сегодня не брал. Просто кусочки нарежу. Сыра. И пусть он плавится. На, маленький кусочек. Больше нельзя тебе. Сейчас у тебя будет своя собакина еда. Вместе будем есть. Все посолили. На минутку закрою крышкой, чтобы сыр расплавился получше. И будем употреблять. Ну и сверху фасолью посыплю. Фасоль ты куда? О, как Ларри дышит. Тут жарко, потому что как летом. Ну, осталось хлеб нарезать. И все, пущай оно тут стоит. Остывает на низу. А я пока тебе сделаю собакину еду. Хлеб не есть. Пойдем. Вот твоя любимая каша с мясом. И с тыквой. Ларри, кушай. Все, кушай. И я тоже буду. Ну, что-то получилось. Скорее всего, даже вкусное. Такой ужин новогодний. Почти. Ларри пес, как всегда, проглотил за 2 секунды. Будет смотреть теперь. Тебе лишь бы поесть да поспать. У тебя другие какие-то есть увлечения? А, ну он за палкой еще бегает иногда, когда хочет есть. Первый раз мы на такой рыбалке. На зимней, с ночевкой. Никогда я раньше не был. Все, Ларри пес довольный, сытый. Нос мокрый. Все, отдыхай теперь. Ну а я еще дров подкину, чтобы они в режиме тления там грелись.
и буду рыбачить. Все, full house. Сейчас вышли из палатки, там такой лютый мороз, вообще холодец какой-то. Вот, так что завтра мы тоже остаемся тут, на этом месте рыбачить. Куда-то переходить, потому что будет очень тяжело. Ну а помощник вон уже никакой. Наелся и спит. А я за удочками смотрю. Кто-то у нас клюнул, Ларри, пес маленький совсем. Наверное, ёрш опять. Опа. Да, это ёрш. На ночь глядя. Такой вот малек. А лещей пока нет. Уже на другую удочку кто-то клюнул. Чуть покрупнее. Опять ёрш. Сколько вас там? Ё-моё. Начался, видимо, вечерний клев в 10 часов. А вот пару ершей поймали. А те, кого мы так ждали, пока не пришли. Подлещики наши. Ну или густера, или плотва, хоть кто-нибудь такой мирный. Ларри даже не пришел, не посмотрел, кого я там поймал. Обычно бежит со всех ног. Заценить, что там, съедобные, нет. Я его на улицу выпустил, он сразу обратно заскочил. Там вообще ураганище. Но палатка стоит, так, ну, потряхивает ее, но она привязана. Примерно в полночь еще раз закормлю лунки. Вот. И, возможно, ночью подойдет лещ таки. Так, ну дров нам вроде хватает. На ночь точно хватит. На утро не знаю, как будем греться. Планировали же до острова дойти, там пополнить запасы дров. Но, скорее всего, не пойдем туда. Против ветра еще не, ну, нас сдует. Будем тут сидеть до последнего. О, мотыль ожил. Это странно, потому что он уже зеленый был. Теперь опять красный и живой. Видно, ему так поплохело по дороге. Сейчас пришел в себя наконец-то. Попить пришел. Так, у меня есть идея, Ларри пес. Сейчас попробуем плюхнуть яйцо в банку с фасолью. Вот, и поставим на печку. Посмотрим, что из этого получится. По идее, должна получиться яичница с фасолью. Такой ночной перекус будет. Точнее, даже не яичница, а что-то вроде этой омлета, во. Только вместо молока вода из-под фасоли. Время 5 часов утра, сидим рыбачим. Просыпались в час ночи, вставали. Сидели, ну, не было ни одной поклевки. Кормили и все.
ничего не было. Вот сейчас попались сразу 2 ерша. Так что вот у нас их уже 5 штук накопилось. Вот это результат. Вот. Ларь-пёс там доедает остатки былой роскоши. Ну и я тоже сейчас буду кидать в сковородку. И у нас, кстати, так внезапно кончились все дрова. Сейчас сидим, экономим, потому что ничего больше нет. Вот 3 головешки осталось. Ну, чтобы разогреть сковородку, думаю, хватит. Перекусим. И на утренний клев будем настраиваться, если он будет. Сейчас все запасы там вытащу, какие остались, на сковородку. Надо греть, а то что-то уже и холодно, и голодно. А печка ледянка почти остыла. Я тебя поздравляю, Ларь-пёс. У тебя еще каша, оказывается, осталась. Я забыл. Сейчас я тебе ее накину. На, вот сюда вот. Кушай. Но у меня все тот же фарш с яйцом. Что у тебя с лицом? А мне поспать вообще не удалось. То рыбачил, то печку топил. Так вот уже и утро наступило. Опа! Вот так на этот раз. Без фасоли получилось. Фасоль у нас несъедобная вышла, короче. Не стал я ее есть. Ну а дров у нас все, больше нет. Ну тут щепочки только остались. Так что сидим до утра. Там рыбачим. Вот, если ничего не будет, то будем собирать тогда уже наши ноги. Но зато на обратном пути уже налегке пойдем. В 2 раза быстрее, еще и по ветру полетим. Ну, у пса сегодня прям праздник настоящий. За 2 ест. На. У нас наступило утро, 9 часов, а утренний клев так и не наступил. Вот сколько сидели, дрыгали этими мормышками. Ничего, вообще ни одной поклевки, даже ерши перестали клевать. За бортом вообще буря началась. Еще и снег пошел. Кошмар. Сейчас будем как-то выходить. Вот, ну что делать? Будем собираться тогда. Раз клёва нет, да еще и дров нет. Тут уже такой жары не будет бывалой. До острова мы не добрались на этот раз с такой погодой. Вот. Ну ничего, еще сходим. На Волгу скоро съездим, может быть там рыба какая-то водится, кроме ершей. Но это уже в следующем году, в новом. Поздравляю, кстати, всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья крепкого и большой веры в себя, наверное. Да. На самом деле мы очень на многое способны, но иногда не верим в это. Или просто не знаем даже об этом, не догадываемся. Так что вот так. Ну, мы будем собираться потихоньку. Все, Ларь-пёс хочет уже наружу. А мне что-то не хочется. Страшно выходить даже. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А посмотрим, что там вообще творится. Обалдеть. От холода дух перехватывает.